Добрый вечер, дорогие подписчики и зрители канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, со мной сегодня Евгений, канал Лесной Кот 63 у него. И направляемся мы к месту стройки дома под землей. В планах сегодня ничего не делать, немножко порыбачить, сплавиться. Маршрут я этот уже изучал в Телеграме. Те, кто подписан на канал, наверняка видели. Ну, а те, кто не подписан, тоже обязательно посмотрите, если интересно. Так что садитесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Горяченький. Красота. О, как много мошкары. Короче говоря, плыть нам осталось еще метров, наверное, 300. Одним словом, романтика. Мошки, речка, коряги, косуля рявкала, пока мы плыли. Но сейчас будет еще интереснее. Все, высадились на берег. Время 12. Где-то примерно в 9 мы стартанули. Ну, чуть позже, может быть. Короче говоря, примерно около 3 часов дорога заняла нас до точки, до места строительства. Сейчас вещи все покидаем, костерок разведем и спать. Громадный паучок. С добрым утром. Проснулись. Время, как всегда, раннее. 6:30. Легли где-то часа в 3, наверное, у костра сидели здесь. Надью сделали, запалили. Вот, уже навели порядок. Несмотря на раннее утро, жара. Солнце припекает очень сильно. Уже до речки сходили, умылись. И можно, в принципе, даже купаться. Кто-то писал про скобы. Скобы я взял. И сегодня еще по-хорошему, да, надо будет и скобами пробить. Ну, вот так вот. То есть тоже диагонали вот такие вывести, чтобы конструкция была пожестче. Короче, задача на сегодня добиться жесткости конструкции. И либо сегодня, либо завтра сделать крышу. Для крыши все готово. Те, кто подписан на телеграм-канал, видели, как я сюда приезжал и просто одним днем поработал, заготовил бревна. Сейчас мы до них дойдем. Вот они, бревна лежат. Вот. По моим оценкам, этого количества должно хватить, чтобы накрыть всю крышу. Ну, посмотрим. Пока еще солнце с той стороны, надо по-быстренькому начинать работать, потому что где-то в час, в 2 здесь будет просто ад. Погнали! Термира выручает. Хорошо, что у меня есть такая кепочка, которая спасет меня сегодня от солнца. Итак, сейчас моя задача убрать торчащие балки, которые выпирают сюда относительно крыши. Хотя, знаете, я ни разу их не использовал в своих предыдущих строениях. Это первый вообще опыт. И, в принципе, все держится. Ни одно строение пока, слава богу, у меня не упало. Но в этот раз я подумал, что слишком большая конструкция, да, наверное, лучше все-таки использовать их.
все скобы прибил, какие у меня были. У меня их было всего 20 штук. Ну и плюс ко всему я их почему не использовал, потому что они стоят, одна скоба там 40-50 и даже до 100 рублей доходит. А килограмм гвоздей около 350 рублей. 200-е гвозди, 150-й гвоздь, ну они примерно одинаково стоят. То есть можно купить там 6 там, скоб, например, 7, да, или килограмм гвоздей. 6 скоб, это что такое? Это ничего. А килограмм гвоздей это уже можно много наколотить. Все вы прекрасно знаете, что помимо строительства я еще люблю ходить в походы. И вот буквально в эти выходные мы ходили со старшим сыном на сплав. Отдохнули просто великолепно. Но после такого похода придется постирать много вещей. И я хочу показать вам средства, которые всегда использую для стирки вещей после моих вылазок на природу. Знакомьтесь, это универсальный очиститель Brand Free. С моей одеждой Brand Free справляется просто на ура. Главное использовать воду максимально близкую к температуре 90 градусов. Тогда будет достигнут максимальный эффект. Отличный результат. Вещи как новые. Можно опять идти на сплав. Кстати, в походах и я, и мой сын, мы любим попить чай. И, конечно же, мы брали наши любимые кружки. Я свою металлическую, ну а сын вот такую вот глиняную. Естественно, после похода и долгих чаепитий они тоже грязные. Но ничего страшного, прям буквально дело 5 минут, и они сами отмоются даже без каких-либо усилий. Отлично, обе кружки теперь как новые. Универсальный очиститель Brand Free гипоаллергенный, не содержит хлора и безопасный для большинства материалов. А спектр его задач, с которыми он справляется, просто огромный. И я даже свою цепочку, которую постоянно ношу, тоже недавно очистил до блеска. Да, и цепочка теперь тоже как новая. Вообще великолепный результат. Огромное количество положительных отзывов на маркетплейсах говорят сами за себя. А купить Brand Free вы можете на Wildberries или Озон. Ссылки я оставлю в описании под видео и закреплю в комментарии. Что-то мы подумали, раз дело с крышей пошло хорошо, а может ее и делать. Зато тенек у нас будет. Солнце все ближе и ближе. Сейчас как сюда придет. По плану вот здесь окно должно быть раз, и вон там окно должно быть 2 в крыше. Значит, я вот эту часть сейчас тоже заколочу после перерыва и пойду на ту сторону уже крыши, вот ее также набью. Вроде все нормально,
ничего никуда не шатается, не двигается, чего я больше всего опасался. Ну и Женек чаек заваривает. Поэтому хватит с вами болтать, я тоже пойду пить чай. Комаров сегодня нет, но зато эти оводы, не знаю, кто тут летает, жалит, кусает. Кошмар. Слепни. По-моему, лучше комары были бы. Приколачиваю по одному гвоздю, то с той стороны ближе к центру, то с этой стороны ближе к краю. Потому что по большому счету здесь не имеет смысла забивать два гвоздя и крепить бревнышко с двух сторон. Все равно потом это будет засыпаться землей, и никуда это уже ничего не денется. С этой стороны гвоздь, на следующем бревне, например, с той стороны, на следующем бревне с той стороны, и вот так вот по одному гвоздю. По центральной части крыши некоторые бревна я вообще не крепил, по 3-4 штуки вообще не закреплены, потому что они держатся за счет упора, грубо говоря, упираются в те бревна и упираются с этой стороны в бревна. Вот. Ну а вот эту часть мы оставляем открытой, чтобы дым выходил оттуда, и вечером мы могли греться у костра. Эту все-таки заделываем, потому что, повторюсь, таки окно будет вот примерно таким. Ну, то есть оно меньше будет, да, там полметра на полметра. Все равно придется выложить всю крышу, потом проложить такие ребра жесткости для усиления. Здесь как-то укрепить. Ну, в общем, это уже дело дальнейших этапов работы, и это уже будем потом думать.
Что я могу сказать? Мы молодцы. Ты где там, Женек? Я тут. Женек спрятался. Короче, мы молодцы, все, крышу сделали практически. О, пьем квасок. Отдыхаем. Сейчас на речку, наверное, сходим, искупаемся даже. Отметим это дело, да, что крышу закончили. Объем работы, да, хороший выдали. Неплохо с утра поработали. Ну и что я вижу? Картину маслом. Пепел весь выходит из этого отверстия, как мы и планировали. Вот он чуть-чуть летит, видно. Так что отсюда будет дымок у нас выходить. Тепло будет отражаться от крыши, от стен. Вообще жарко там будет, наверное. Огромная постройка у нас получается. Класс. А там даже вот подобие трубы, как будто бы, да, печная труба уже стоит. Я прям вижу уже такой домик, как будто бы печка там затоплена. Тепло, уют. Масштабы великолепные. Что думаешь вообще? Осилим стройку до конца? Я думаю, осилим. Все. Крыша, стены, весь каркас максимально, что только можно было усилить. Ну, мне кажется, мы сделали. Еще я нашел 2 скобы. Вот это прям вообще хорошая, она не гнется. А вот эти, которые я покупал, 40 рублей за штучку, что-то какие-то они беспонтовые. То есть вот они гнутся все. Я думал, что сначала, может быть, как-то я неправильно забиваю их, но нет. Нормальная скоба. Вот это вот. Вот это вот, смотрите, да, нормальная скоба, арматурина прям. Вот это нормальная скоба, как она погнется. А эти, вы купите билеты в пачку и получите водокачку. Вот реально за 40 рублей штучка, это ни о чем скобы. Во, вообще, всю выгнал. Ну что это такое? Бред. Все, идем на речку. Надо искупаться, немножко прохладиться, отдохнуть, проветриться и потом дальше. О! 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 Кайф. О! Ну, мне кажется, все-таки эта вода прохладненькая. Прохладно, да. Все равно есть немного. Потому что на улице вот 30 там с чем-то, да, я вот сижу нормально так. Чуть-чуть даже, ну не то чтобы мерзну, но слегка бодрит. Классно. Как на курорте. Ощущение прям как будто на море побывал. То же самое, сравнимо. Единственное, в отпуске ничего не надо делать, работать не надо, а здесь надо работать, бревна заготавливать. Вот, кстати, земляника тоже. Но что-то ягоды я не вижу. Опять. Как пустоцветы, что ли, были, значит. Ну, когда она цвела. Да, что-то ягоды не видать прям. Ну, а может, что собирал, не знаю. Тут на байдарках, на лодках сплавляются ребят. Я в прошлый раз видел. Короче, туристы здесь по реке ходят. Обедать хорошо, купаться еще лучше, но пора
приниматься за работу. Начинаем выкладывать стену. Начнем именно с этой. Сейчас подготовим площадку и выкладываем бревен 7-8. И будем засыпать песком. Естественно, тент снаружи будет, и потом песок. Песка, я так думаю, все-таки маловато, чтобы засыпать весь дом, да, чтобы он был под землей. Поэтому воспользуюсь небольшой хитростью, которой я пользовался еще во время строительства своей первой землянки. И здесь мы будем накидывать весь строительный мусор. Я имею в виду весь валежник, который вообще гнилой. Мы будем подпирать им стену и уже сверху засыпать песком, чтобы экономить песок. Чтобы нам этого песка хватило на все стены и еще и на крышу. Ведь у нас же будет дом под землей. Все. Равняем площадку под первое бревно, чтобы она легла по уровню. И поехали дальше. Все, сейчас тогда тент развернем вот на эту жердь длинную, намотаем его. И по мере необходимости будем потом разматывать, сколько нам надо. Давай поднимем, может, проще будет, нет? Вот. Не спеши, чтобы это равномерно. Все. Давай вот так, и потом снизу его возьмем. Да хотя можно вообще бросить его. Ой-ой-ой-ой-ой. Первое бревно положили. Это успех определенно. Ну и техника перестала выдерживать нагрузки. Телефон просто у меня выключился. Точнее, ушел в безопасный режим. Охладите ваш телефон. Да, в этот раз синоптики не обманули. 30, мне кажется, 5 даже. Не меньше. Потому что вот в тени сидеть уже прям течет, да? А на солнце вот только выходишь, прям как будто на сковородку тебя закидывают и поджаривают. Как бы сейчас... можно как сделать? Можно там 3-4 бревнышка положить и опять пойти искупаться. Но мы так и будем весь день тогда ходить купаться. Тоже не вариант. Проще, наверное, здесь водой обливаться. Короче, сейчас одно положили бревно, телефон немножко остывает и дальше.
У нас щели, конечно, да, между бревнами. Но на самом деле это не важно для моего строения. Почему? Потому что я планирую потом в дальнейшем пробить эти щели тоненькими стволами деревьев. В крайнем случае, может быть, вообще все решим здесь обшивать и зашивать досками. Это будет красиво и эстетично. И вообще мне бы и хотелось бы, наверное, так сделать. Но тут все будет зависеть от сил и желания и возможностей. Потому что, сами посудите, напилить досок на помещение 5-20 на 5-20, ну, это, конечно, серьезно. Это просто очень большой труд. Итак, что мы имеем? Почти пол стены выложили. Еще остается песка, ну, КамАЗ, наверное, где-то. Здесь специально мы не засыпаем, потому что здесь будет проходить канализационный слив. Сейчас планы какие? Отдыхать. Время 6. Жара, наверное, под 40. Невозможно работать. Да и уже устали. Хватит на сегодня. Сейчас пьем чай горячий. Да-да, вы не ослышались. Ну, горячий чай как раз немножко жажду перебивает. И идем на земляничное поле. Поесть землянику. Отдохнем там на земляничном поле. Подзарядимся энергией витаминов. Сделаем стол какой-нибудь уже более-менее получше, чем у нас сейчас есть. А вечером, если еще останутся силы, возьмем лодки. Женька, он уже накачивает лодку. Думает, что рыбу сегодня поймает. Фантазер. Ну вот. И пойдем ловить рыбу. У меня есть поплавок, есть крючок, леска. Сделаем сейчас удилище какое-нибудь. Из какой-нибудь ветки, я не знаю, любой там найдем. И будем рыбачить. Но в целом ты рассчитывал, что дойдешь до этого этапа, когда я согласился помогать? Я Рассчитывал. честно говоря, думал, ты прям раньше уже все скажешь. Ну его нахрен, зачем я сюда ввязался? Нет, нисколько не жалею. Ну, блин, молодцом, конечно. Я думаю, пора сделать нормальный стол.
Наконец-то наступило время трапезничать. Будем готовить нечто необычное. Картошка с луком, но с добавлением туда тушенки. Почищу картошку, лук уже чищенный, обжарю на сковороде. И в самый последний момент добавим тушенку. Что это за блюдо, я не знаю, что получится у нас, но от того оно интереснее. Ну, в любом случае, мясо тащить сюда, оно просто физически пропало бы. А мясо хочется. Поэтому тушенка с картошкой и с луком будет вкусный, 100%. Картошечка уже почти готова. Я думаю, самое время добавить тушенку. Обалденный. Мясо. Тушенка, кстати, хорошая, да? Рыбачим на хлеб. Что, первая рыбка поймана. Удочка у нас вообще сейчас не выронить. Из деревяшки, из обычной леска. А поймали мы, не поверите, на хлеб. Все, рыбалка удалась. Поймали 2 рыбок мелких. Ну, в целом радует, что если тут на хлеб так клюет, то значит на того же опарыша будет клевать еще лучше. Надо обязательно с прикормкой, с червями, с опарышем, неважно, прийти и порыбачить. Время 11 часов, сил уже все меньше и меньше, поэтому ложимся спать. Спокойной ночи. Да, в лесу, конечно, великолепно. Раннее утро, 6:30, как обычно, проснулись ни свет ни заря. Первый раз, наверное, я хорошо поспал и выспался. Это радует, поэтому сейчас утренний кофе и со свежими силами будем работать. Ну, даже пауки вообще-то спят, а мы вот уже проснулись. Птички поют, великолепно просто. Тишина в лесу, именно в плане городских звуков, ну, шикарная. Только самолеты иногда там раз в 2 часа пролетают где-то в небе, высоко-высоко. Но никаких машин,
никаких людей, помимо нас двоих. И каких-то прочих посторонних шумов, соседей, еще кого бы то ни было. Ну, просто класс, мне нравится. Кстати, единственное место в нашей области, да, где есть мох. Вот я сколько по нашим лесам гуляю, нигде его нет. А здесь, смотрите, есть. В не таких больших количествах, как хотелось бы, конечно. Вот. Но он есть. Вон. Просто офигеть. Классный. Ну, еще раз повторюсь, для меня это удивительно, потому что в нашей области нигде нет. Сколько я где гуляю по лесам, нигде нет мха. Здесь он есть. Че, как спалось? Вообще отлично. Отлично. Выспался. Дело в чем, короче говоря, у нас песок, который сюда насыпаем, начинает обваливаться туда, в угол, и заваливать, соответственно, его. Песок начинаем сыпать, все валится потихонечку в этот угол. А здесь-то тенты надо будет стыковать, то есть, чтобы внахлёст шел с той стены на эту. Соответственно, мы принимаем решение тент обрезать. Как раз у нас где-то половина здесь останется, ну, еще 1 на 2 метра высотой тент будет. Выкладываем эту стену до двери, ну, насколько сил хватает. И зато угол сразу можно будет засыпать уже по-нормальному. И вот так вот, наверное, кусками получится двигаться, а эту верхнюю часть оставим на потом. Ну и, соответственно, будем делать, наверное, мы не 5-метровыми бревнами выкладывать, потому что щели огромные, получается, тяжело их стыковать, либо каждое выпиливать, подравнивать к следующему, но это проблематично. Все-таки будем выкладывать кусками, то есть 3-метровые и еще там маленький вот, ну, пятачок, вот этот, где остается между двух бревен, да, в конце, например, там уже метр, сколько, 50 бревна. Это и в плане доставки легче, и в плане подгонки будет тоже легче.
2 пришли. Сейчас засыпать надо. Так, вот так вот. С каждым бревном песка приходится кидать все больше, больше, больше. Это, конечно, вообще ни разу не радует. Но, с другой стороны, с каждым бревном смотришь внутри на картину, да, как преображается внутри домик. И это уже немного настраивает на рабочий лад. Что ж, остается еще совсем чуть-чуть прям. Если мы все-таки планируем выложить вровень с этой стеной, да, то остается там, по-моему, 5 бревен положить. И все. Как ни крути, на третий день все равно уже сил становится очень мало. Несмотря на то, что с утра были полны энергии, но что-то она быстро нас покинула. Стой. В общем, смотрите, наверное, сегодня уже сейчас чуть-чуть начну я копать место для будущего входа. Так как дом под землей, то и вход будет такой полностью скрытный от глаз посторонних. И, может быть, даже сейчас уже немножко буду размечать площадку под будущий вход. Вот отсюда песок выбираю и как раз сюда засыпаю. То есть, смотрите, у нас уже... Ну, здесь почти до крыши песок дошел, то есть немножко еще полметра остается. Как раз место под ступеньки будем раскапывать вдвоем в следующий раз. И этот песок будем еще сюда, к этой стене засыпать. В принципе, песка еще море остается, но без тачки не представляется возможным нормальная работа без такого физического насилия над собой. Поэтому сейчас просто пока закидываем, а в следующий раз уже с тачкой будем катать его и раскидывать там, где он необходим. Удочку оставляем здесь, на которую клюет рыба, даже на хлеб. Вот, супер удочка, мне она нравится. Ну, а все остальное забираем. У нас теперь здесь мыльница есть, мыло, рукомойник, все как положено. Котелок висит, прямо уютно, столик. Все, что хотели, все сделали. За эти дни устали, как собаки. Ты как, нормально? Нормально. Ну, усталость есть, но приятная. Сейчас собираем вещи и пойдем по реке против течения. Где-то будем гребсти, где-то будем идти, посмотрим. Ну а вам спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Это был Лесной Строитель канал. Меня зовут Алексей. И Евгений. Канал Лесной Кот 63. Всем удачи, до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.
Подошел умыться, а тут вон какой красавчик сидит, а. Ну-ка. О, вот это у него ус. С полпальца моего длиной. Нормально, да? Ну ты чё? Не бой... О, куда убежал? Убежал. Симпатяшка. Иди сюда ко мне. Пойдешь, нет? О! Он еще и летать умеет. Взял, улетел, красавец.